Привет, физкультурник! Итак, сегодня мы разберем с тобой два упражнения для развития сильных и мощных плеч. Это shoulder press и push press. Покажу три самые распространенные ошибки в каждом упражнении. Объясню, почему они мешают вашему прогрессу и как выполнять движения правильно. А пока поставь лайк, подпишись, тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, начинаем! Итак, друзья, неправильная позиция. Когда мы стоим, начинаем жать. У нас прогибается поясница, и мы практически жмем, как жим лежа уже, да? Спина уходит назад, мы чувствуем дикий дискомфорт и боль в спине, и отсюда начинаем выжимать. Это неправильное движение. Правильное движение. Пресс всегда напряжен, спина ровно, задница напряжена. Мы стоим совершенно ровно, мы даже чуть-чуть напрягаем пресс до такой степени, чтобы почувствовать, что тело практически чуть-чуть падает вперед. То есть пресс у нас включен в работу очень сильно. И оттуда мы жмем ровно вверх и опускаем ровно вниз. Ровно вверх и опускаем обратно. Друзья, что происходит, когда мы прогибаем спину слишком сильно назад? Происходит следующее. Во-первых, мы чувствуем дискомфорт и боль в спине. На следующий день вы можете также очень сильно почувствовать боль в спине. Все из-за того, что очень сильное напряжение тут, и у нас очень-очень сильный прогиб. Это первое. Второе. Здесь мы практически толком не работаем плечами. Когда мы находимся в таком вот положении, у нас тут даже грудь может включиться в работу и помогать нам толкать, но никак не плечи. Если и работает, то немного плечо именно переднее. А нам нужно, чтобы не только переднее, но еще и боковое плечо работало. Поэтому надо стоять как можно ровно, локти чуть-чуть выдвинуты вперед, перед штангой, и отсюда мы должны сжать совершенно ровно. Пресс напряжен, как я и сказал, тело стабильно, и выжим идет ровно, вся нагрузка уходит на плечи. Итак, друзья, ошибка номер 2, когда у нас штанга уходит вперед. Итак, как это происходит? Мы стоим ровно, но вместо того, чтобы выжать ровно вверх, мы выжимаем вот таким вот образом вперед. Во-первых, то есть это может быть прямо вот так вперед, тогда у нас может быть еще и другая проблема, что нету достаточной мобильности в плечах, а может выходить вот таким образом, что мы выжимаем вперед и потом начинаем ее заводить за голову. Эта техника неправильная, очень тяжело удержать штангу вперед, мы напрягаем кучу других мышц для того, чтобы стабилизировать штангу впереди тела, и, естественно, никакой работе качественной и продуктивной для плеч не может быть и речи. Как должно быть, друзья? Мы стоим ровно, мы должны что сделать? Мы должны убрать немного голову назад, продвинуть штангу над головой вверх, вернуть голову вперед и выжать ровно вверх. Опускаем то же самое. Мы убираем голову чуть назад, даем штанге пройти, и потом возвращаем голову наверх, назад. То есть голова постоянно движется вперед и назад для того, чтобы дать штанге пройти как надо. Обязательно обращайте на это внимание. Итак, друзья, переходим к следующей ошибке. Это не полная амплитуда движения в штанге. О чем я говорю? Вот мы держим штангу, и люди начинают делать жим, и дошли до отсюда и опустились назад. Дошли вот так вот и опустились. Это не полная амплитуда. Плечи, естественно, не работают в полную силу, и, естественно, о нормальном прогрессе не может быть какой-либо речи. Друзья, если у вас нет никаких проблем с руками, с плечами, с локтями, что мешает вам выжимать вверх, амплитуда должна быть полностью. Локти надо фиксировать до конца. Плечи должны быть активны. Толкаем штангу все время вверх. Опустили. Бум. Полностью вставлять штангу в локтях и в плечах. Никаких вот этих поламплитуды не должно и близко происходить. Запомните, это просто вы напрягаетесь. Вы вкладываете в какую-то работу, а по существу что вы получаете? Что ваши плечи не дорабатывают. И, естественно, как рост и какое-то продвижение и какой-то прогресс в ваших плечах, он резко опускается вниз. Итак, друзья, мы с вами разобрали три ошибки, которые мы делаем в shoulder press. Теперь мы переходим к ошибкам, которые люди допускают в push press. Для начала полное движение. Что такое push press? По большому счету, это движение, которое пришло к нам с тяжелой атлетики. Окей? То есть мы стоим, мы подсели и толкнули штангу вверх.
То есть мы ногами задаем небольшой толчок, подкидывая штангу. Как только она начала лететь, мы выпрямляем полностью руки и фиксируем штангу над головой. Теперь, когда мы выталкиваем штангу ногами, мы не просто выталкиваем ее ногами, мы также еще приподнимаемся чуть-чуть на носки, чтобы полностью всем телом, всей нижней частью тела полностью дать как можно более сильный толчок, для того, чтобы как можно сильнее подкинуть штангу и потом выжать руками. Друзья, ошибка номер 1, когда люди делают слишком сильный присед. Это не присед, это дип. Что, о чем я говорю? Мы должны подсесть. Мы не должны сесть в сквот. Окей? Идет подсед, бум, сильный выхлоп вверх, сильный удар, прыжок вверх. Подсед, бум. Окей? Друзья, проблема в сильном подседе заключается в том, что если вы слишком сильно опустились вниз, оттуда с большим весом вытолкнуть штангу быстро и эффективно у вас просто не получится. Потому что для того, чтобы сделать быстрый, это как прыжок вверх, резкий очень. Для того, чтобы его сделать эффективно и как надо, подсед, он должен быть как дип, он не глубокий, там на 1/3 приблизительно, даже может чуть меньше, чем 1/3. Если вы сели слишком низко, со слишком низкого сквота, просто тяжелее включить мышцы для того, чтобы это сделать быстро. Вы, да, встанете, но вы не встанете быстро. С более высокого сквота вам легче сделать это намного быстрее и призвать, да, и рекрутировать все ваши мышцы для того, чтобы сделать это как подскок вверх, а не просто поднятие. Окей? Ошибка номер 2. Итак, ошибка номер 2 заключается в том, что мы держим штангу не ровно по центру, а уходит вперед чуть-чуть. Из-за этого что получается, что когда мы приседаем в дип, мы не садимся ровно, а мы уходим вот так вот чуть-чуть вперед. Колени ушли назад, штанга ушла вперед, корпус завалился вперед. С такого положения сделать правильный дип и правильный толчок практически невозможно. То есть мы не сможем правильно и как нужно вытолкнуть наше тело вперед. Для того, чтобы это получилось, тело должно быть вертикально. Оно должно быть ровно опускаться 90 градусов по отношению к полу. И тогда наша траектория выпрыгивания вверх будет идеальна и максимально быстрая. То есть, если мы стоим, мы должны опуститься ровно вниз. Никаких вот таких вот наклонов. Отсюда вы будете разгибать спину, разгибать таз и поднимать спину, а никак не делать выпрыг вверх, как это делается при ровном вертикальном выпрыгивании вверх. Поэтому запомните. Никаких наклонов. Ровно вверх. Для того, чтобы опуститься ровно вниз, что нам, друзья, нужно сделать? Нужно сделать следующее. Смотрите. Мы стоим ровно, держим ровно тело. Мы опускаемся ровно. При этом наши колени должны уходить градусов под 45 приблизительно в стороны. Может чуть меньше, чуть больше, да, но это приблизительно. То есть мы разводим носки. И уходят ноги в стороны носков. Если мы будем уходить коленями ровно вперед, то, скорее всего, либо будет вот это, либо будет вот это. Одно из двух. Ни это положение не есть хорошо для того, чтобы сделать эффективный, хороший прыжок и вытолкнуть штангу вверх. Для того, чтобы это получилось, нам нужно, чтобы тело было ровно вниз. То есть колени ушли под плюс-минус 45 градусов в стороны, наш таз ушел ровно вниз, наше тело ровно, и отсюда, бум, выскок и прыжок вверх будет самым эффективным. Обязательно возьмите это на заметку. Друзья, последняя, третья ошибка, это когда мы слишком рано начинаем жать руками. О чем я говорю? Смотрим. Штанга. Окей, сейчас нам важны руки, а не ноги, поэтому смотрим на руки. Мы подсели. Что должно произойти? Что люди делают, когда жмут слишком рано? То есть выпрямление ног и рук начинается одновременно, вот таким вот образом. Окей, чуть назад, чтобы было виднее, может быть. Вот таким вот образом. Подсели и одновременно жмутся и руки, и ноги, окей? Это неправильное движение. Почему? Потому что, как мы сказали ранее, друзья, для чего нам нужны наши ноги? Наши ноги нужны для того, чтобы задать скорость, прыжок вверх, вертикально ровно, для того, чтобы вытолкнуть как можно сильнее вес, и руки только дожимают в конце. То есть
Работа начинается с таза и колен, когда мы одновременно выпрямляемся, переходит в наши носки, которые в последней инстанции выталкивает наше тело вверх. Только после этого, когда мы полностью выпрямились во всех наших частях тела, во всех суставах, что это бедро, колено и стопа, как только мы выпрямились во всех, только после этого мы включаем руки. И только при этом условии наш выброс и наше выталкивание штанги, выброс штанги вверх будет максимально мощным и максимально правильным. И тогда вашим рукам будет максимально легче поднять этот вес вверх. Как это все выглядит? Мы стоим, да, что мы делаем? Подсели, выпрямились, бум. Отсюда, бум. Друзья, надеюсь, это было видно. И как я вначале выпрямляюсь телом, а потом толкаю руками. То есть это вещь, которую вам нужно, если у вас это плохо получается, отработать вначале достаточно медленно. То есть вы вначале подсели, сделали толчок, выпрямление, и потом делаете руками. Толчок, выпрямление, и потом делаете руками. Постепенно увеличивая скорость, и таким образом вы научитесь правильно делать это движение. Но это очень важно. В начале выпрямления всех наших суставов нижней части нашего тела, и только потом выпрямляются в конце руки. После того, как все тело подкинуло штангу, только в конце включаются руки. Очень важная вещь, очень сильно может помочь вам в поднятии ваших весов и вашей прогрессии, поэтому обязательно выполняйте ее правильно и как надо. Итак, друзья, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, я вас не сильно загрузил им. И обязательно помните всегда, друзья, если вы хотите правильные, сильные, хорошие, развитые плечи, никогда не спешите за весами. Вначале полностью научитесь контролировать вашу технику, делать технику правильно, как надо. И уже потом только добавляйте вес на штангу. Он от вас никуда не убежит. Наоборот, если вы вначале будете спешить с весами и техника выполнения будет плохая, то, скорее всего, ваш прогресс и ваше продвижение в этих движениях будут очень-очень медленны. Но если вы наберетесь терпения, поставите правильно технику, веса полетят очень быстро вверх вместе с вашим прогрессом. И, друзья, обязательно напишите, как было, какое упражнение вы хотите, чтобы разобрали следующим. И, как всегда, обязательно не забудьте подписать на канал. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.